Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как связать 3D узор с жаккардом, с очень простым тунисским крючком. Вот тунисский крючок из себя что представляет? Это среднее что-то между спицами и обычным крючком. И полотно также получается. Значит, оно плотнее, нежели спицами, и потоньше, чем обычным крючком. Тунисские крючки бывают двухсторонние, вот как у меня. Бывает односторонний, бывает на леске и разных размеров. Значит, вот расскажу, как я вязала данный узор. Расскажу, как сделать обвязку. Вот видите, обвязка не скручивает полотно. Это еще у меня оно не отпарено. Вот, это мы будем с вами вязать. Ранее я связала другим цветом. Вот они немножко отличаются, я расскажу, чем отличаются. Значит, полностью, как вязать, я вам не буду показывать, потому что я уже показывала в предыдущем видео вот этот 3D узор. Уже показывала. Поэтому некоторые элементы я в этом видео буду упускать. Как вязать основу, я под видео дам ссылку вот на это конкретное видео. Вот, что мне понравилось, то что край не скручивается. А то обычно жалуются, что полотно сворачивается. Естественно, оно будет сворачиваться, потому что это лицевая сторона. И любое вязаное изделие, особенно спицами, оно закручивается. А при этой обвязке скручиваться не будет. И еще что хочу сказать. Значит, по поводу уголков. Вот здесь я вязала над синим белый, а над белым вязала синий. В другом образце практически вязала как здесь. Но если кто внимательный, то заметит, что направление жаккарда другое. Значит, вот здесь, в уголках, я не вязала так же. Почему? Потому что уголок очень маленький, и вывязать именно с таким наклоном очень проблематично. Когда вяжете большие кубики, то там так можно связать. А когда вот маленький уголок остается, практически невозможно. Ну, попробуйте, может, у кого-то получится. Поэтому я здесь уголок закончила так. А здесь просто контрастным цветом. То есть над синим белый, над белым синий. Ну, я считаю, что ничего опасного здесь нет. В крайнем случае, кто будет вязать вот таким методом, как у меня на данном образце, здесь в уголке можно вышивку сделать. Вышить цветок какой-то, допустим, на белом фоне вышить синий цветок, а на синем фоне белый. Либо какие-то буквы поставить, инициалы, вышить тоже. Ну, в общем, фантазируйте. И вот еще что хотелось бы сказать. По предыдущему ролику, где мы с вами вязали вот этот образец. Если по какой-то причине у вас вот эти ромбы стягивают полотно,
Значит, вы вяжите здесь не 5 столбиков, как у меня 1, 2, 3, 4, 5, а свяжите 10. Вот как здесь. Здесь 10. А потом уже вы будете прикрепляться 5 столбиками. Значит, еще раз повторю. Наберете здесь 10 одного цвета, если вы вот так вязали. 10 наберете, а прикрепляетесь только 5, как обычно. Для начала свяжите вот такую полоску, то есть начните с темного цвета, затем посветлее. И вот так вот вяжете. Как вязать, я показывала в предыдущем видеоролике. Кто еще не видел и не знает, как это делается, я дам ссылку на предыдущее видео. Вот я связала образец. Значит, у меня здесь 1, 2, 3. Для 3 кубиков. Дальше что мы делаем? В самый уголок вывязываем тунисский столбик 1. И затем вот сюда рядом в петлю, но захватите еще одну петлю. Вот здесь вот есть типа перемычки, чтобы петля не вытянулась. Второй. Дальше. Берем светлую нить. В эту же петлю ввели крючок и вытянули. Затем в следующую петлю и тоже вот так под перемычку. Еще одну. Опять берем синий сюда же. 1. А под следующую петлю у нас будет другой. Есть. Дальше. Опять берем белый цвет. Сюда же белый. Под следующую петлю еще один белый. Теперь сюда же под эту петлю синий. И вот так подальше возьмите, чтобы не вытянулась петля. Еще один синий. В итоге получаем 1, 2, 3, 4, 5, 10 тунисских столбиков. Дальше вяжем вот в эту петлю и закрываем 1, 2. Теперь берем белую нить, закрываем 1, 2. Опять синий. 1, 2. Опять белый. 1, 2. Теперь синий. Закрываем только 1. А теперь только белый. И у нас белый тунисский столбик встал над синим. Провязываем белым, синим, синим. Опять берем белым,
белым, дальше синим, синим, белым и сюда тоже белым. И вот так получается. Теперь в следующий ряд соединяем. Закрываем белый, белый, синий, синий, белый, белый, синий, синий, белый, а последний закрываем синим. И опять набираем тунисские столбики. Над синим белые, над белыми синие. Так, третий ряд у нас вот сюда крепится. Закрываем. Можно, конечно, положить вот таким образом пальцы. Вяжите кому как удобно, у кого как получится. В конце закрываем один, а последний закрываем другим цветом. И опять меняем. И соединяем. И начинаем закрывать. И последний провязываем другим цветом. И вяжем с вами последний ряд, пятый. Вот 1, 2, 3, 4 и пятый ряд.
Так, соединяем. Вот сюда. И закрываем. Так, теперь белым. Два синим. Два белым. Так, один синим. И последний столбик закрываем этой же нитью. Дальше. Крючок уводим под синий, а закрываем теперь белым цветом. Еще раз белым. Теперь закрываем синим. Один раз. И второй раз. Теперь белым. Один раз. И второй раз. Синим раз. Синим два. Белым раз. Теперь переходим к следующему ромбу. Вот под эти две петли. И вот тут у нас перемычка есть. Вот сюда. Вот так, чтобы петля не вытянулась. Соединяем. Один раз. Так, второй раз вытянули. Теперь в эту же петлю только вытягиваем синюю. В следующую петлю можно за протяжку взять. Теперь опять белую сюда же. Под следующую петлю белую. И сюда же синюю. Под следующую синюю. Сюда же белую. И под следующую белую. Итак, мы набрали с вами опять 1, 2, 3, 4, 5. Вот самое сложное, это вот здесь набрать тунисские столбики. Чтобы они не вытянули петли. И опять также закрываем. Два белых, если белые столбики. Два синих. Опять два белых.
2 синих. В конце 1 белый и 1 синий. И опять набираем. Ну, в принципе, и все. И вот такой же карт ленивый, можно сказать, получается. За счет того, что мы тут вот немножко поменяли, видите, у нас цвет закрытия над своим цветом столбика. Все, дальше вы вяжите самостоятельно. Вот я еще свяжу 2 ромба. И дальше вам опять буду показывать. Значит, закончила я все 3 ромба. Нитки обрезала. Теперь прикрепляемся в угол. Вот в этот ромб. В самый угол. Опять набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, как вы уже поняли, я вяжу ромбы точно такого же размера, как вязала в предыдущем видео. И вывязываем светлый ромб, то есть белый. И прикрепляемся к этой части точно так же, как я показывала ранее. Вот здесь. Значит, вяжите самостоятельно вот этот ромб, а этот я вам буду показывать. Ну вот, закончила я белый ромб почти полностью. И переходим на нить другого цвета. То есть закрываем в конце другим цветом. И снова набираем столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы должны сюда прикрепляться. Здесь у нас 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, мы первый раз прикрепляемся к синему. Находим петлю, чтобы не вытянулась. Провязываем 1. Вот 1 провязали. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 столбика вместе. 8. Не забываем перекручивать нить. И опять набираем. Этот мы пропускаем, потому что они вместе. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Здесь будет 8, 9. А следующую петлю уже не отсюда же набираем, а пропускаем, набираем отсюда. И закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе, 8. Перекручиваем. Два, 3, 4, 5, 6, 7, вот отсюда 8, здесь будет 9. Теперь белый пропускаем, а крепимся к синему. Закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующий синий пропускаем, крепимся в белый. Вот в петлю надо попасть, чтобы не вытянулось. И закрываем опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4 ряда, еще один ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Белый пропускаем, крепимся к синему. Так, петля вытягивается, значит, нам нужно за что-то зацепиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 рядов у нас. 1, 2, 3, 4, 5. А провязываем. И будем вывязывать такой же белый ромб. 1, 2, 3, 4, 5. Надеюсь, принцип понятен. Дальше вы опять соединяетесь. Здесь у вас пойдет нормально 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. А вот здесь вы должны вязать в каждый цвет по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким образом. Ничего сложного нет. Дальше вы, когда закончите, вяжете уголок, вяжете жаккардом. Принцип вязания тот же самый, что я показывала в этом образце.
Точно так же вяжете уголок, но только жаккардом. Все, потом эти закрываете по этому же принципу, когда вы закончите. Я говорю, вы вот свяжите на 3 кубика, потренируйтесь. Так, и я вам покажу еще одну обвязку, чтобы полотно не скручивалось. Сейчас я этот образец закончу и покажу еще одну обвязку. Ну вот, закончила я второй ряд ромбов. Покажу я вам все-таки, как уголки вязать. Начинайте с того края, где вы начинали темный ромб. Ну, в принципе, это без разницы. Здесь тоже. Ну, вот я начинала с этого ромба. Вот отсюда я вам и покажу. 1. Два. Берем белую нить. Сюда же белый. И в следующую петлю белый. Набираем точно так же столбики, как мы набирали. Опять в эту же петлю синий. В следующую петлю опять синий. Теперь сюда же белый. В следующую петлю белый. И опять 2 синих. Ну, здесь можно уже отдельно. 1 и 2. Так. И теперь закрываем. Закрываем 2 столбика, то есть провязываем 3 петли. Белым цветом 1. Затем синим 1, 2, белым 3, 4, синим 5, 6, белым закрываем и над синим вывязываем белый. Синий, еще синий, белый, белый, синий, синий. И опять перекручиваем здесь и провязываем 1, затем синим 1, 2, белым 1, 2. Вот теперь смотрите сами, нужно провязывать еще один ряд или нет.
Значит, я считаю, что можно еще один ряд провязать, чтобы выровнять. Значит, синим закроем. Провяжем здесь синим. Белым. Белым. Ну, давайте еще попробуем синим. И опять закрываем сразу 3 петли, провязываем. Синим. Так, синим. В конце провяжем белым. Вот вроде выровнялось на 3 рядах. Теперь берем белый цвет. Провязываем раз. Теперь берем синий. Провязываем 2. Вот так должно получиться, по идее. Но, что хочу сказать по поводу этого уголка. Здесь, видите, столбики вертикально стоят по отношению к белому ромбу. А здесь они лежат. Если хотите, можете полностью закрыть синим цветом. Ну, в смысле, основным вот этим темным. Но это уже ваше дело, комбинируйте, смотрите сами. Переходим сюда в вершину. И вот такая заморочка будет только в уголках. Вот здесь будет уже все нормально идти уголок. Ну, давайте будем набирать. Вот 1. Так, сюда 2. Причем, смотрите, если вы будете, как я, закрывать, нитка далеко, значит, надо ее перекручивать. Вот. И сюда наберем с вами 2. И вот так. Теперь сюда же набираем белый. Так, и белый у нас пойдет в следующее отверстие. Так, здесь закрепляем. И сюда же вывязываем синий. Так, раз, два, три. Так, еще у нас и вот сюда. Так, есть. Сюда же опять белый. Раз, два, три. Это будет еще один белый. И 2 синих. Так, 1 и 2.
Так, вроде есть. И теперь будем закрывать этот треугольник. Значит, вы смотрите, как лучше брать, чтобы было поинтересней. Ну вот, попробуем так. Так, раз, два. Белым раз, два. Синим раз, два. Белым раз, два. И вот теперь синим 2 столбика закрываем. Переходим над белым. Еще один синий. Сюда. Белый. Белый. Здесь у нас 2 синих. И здесь у нас 2 белых. Вот он. Так. И закрываем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Синим закрываем все. Переходим к белому. И над ним столбик. Вот. И тогда этот край не будет стягиваться таким переходом. Дальше опять белый. Белый. Синий. Синий. И где-то вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Синим все закрываем. Переходим к белому. Еще один. Сюда белый. Белый. Белым закрываем. Раз. Два. Эти провязываем. Переходим к белому. Один будет. Второй. Так, и соединим сейчас. Вот так соединяем. А белую нитку перекрутите, а то она далеко будет. Теперь сюда переходим и вяжем
еще один столбик. Это будет 2. Белый сюда же. И под следующую петлю. И вот так, чтобы не вытянулось. Все, и опять так же набираете. И точно так же вывязываете. Потом здесь оно сравняется, когда будем делать обвязку. Не переживайте, все будет нормально. Все, значит, принцип вы поняли. Закрываем еще треугольник. И здесь закрываем, выравниваем. Здесь мы будем вязать по прямой. То есть здесь будем убавлять, а здесь будем прямо. Точно такой же треугольник. Ну вот, закончила я обвязывать. Решила я, значит, такие уголки сделать. Здесь белый, здесь синий. Можно было бы, конечно, вот так сделать. Но они все равно отличаются. Я не стала вязать в этом месте именно под таким наклоном. Здесь, вот видите, я прямо их связала в углах. А вообще они идут под наклоном. Но вот так вязать уголки под наклоном здесь, это когда ромбы большие, когда много места есть, где развернуться. А где маленький уголок, там не обязательно заморачиваться. Это слишком трудоемкая работа. Я даже не стала этим заниматься. Так, надеюсь, это понятно. Ну, теперь будем обвязывать. Кстати, в этих уголках, если, допустим, он чуть побольше вот уголок, можно вышить инициалы чьи-то. Вот. Можно цветок вышить сюда один, допустим, сюда белого цвета, а сюда, допустим, синего цветок сделать. В общем, можно кое-что придумать. Так, ну и теперь, значит, будем обвязывать. Сначала первый ряд обвязываем столбиками без накида. Тоже я начну не с угла, потому что здесь будет 3 столбика на скругление. А вот где-нибудь здесь возьмите подальше. И обычными столбиками без накида. Кстати, обратите внимание, если где-то стягивает, значит вы добавьте. Где-то, вот, допустим, бугром идет, здесь стяните. Ничего страшного. Вот. И так обвязываем по кругу. Следующий ряд я вам покажу. Ну вот, закончила я обвязку столбиками без накидов и вяжем последний ряд обвязки. Причем мы ее вяжем так, чтобы полотно, вот оно сейчас до сих пор скручивается, а сейчас оно не будет скручиваться. Вяжем 1, 2. Вот смотрите, сколько петель получается. Вот сюда, значит, следующую через одну петлю мы должны связать столбик без накида. Причем тоже смотрите, чтобы петля не вытянулась. То есть сзади еще зацепите. Провязываем
столбик без накида. Теперь вяжем 3 воздушки. 1, 2, 3. И вяжем в эту арку столбики с одним накидом. Вот так заходим с обратной стороны, вытягиваем, и получается с накидом. Видите? И вяжем. 1. Накид не делаем. С обратной стороны. Накид уже получился. 2. 3. 2 воздушки. 1, 2. И теперь так вот укладываем и смотрим, куда наша петля попадает. Вот где-то здесь. Соединяем. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид не делаем, сразу вводим в арку. И получаем столбик с накидом. 1, 2, 3. Опять 2 воздушные. 1, 2. Так. Ну вот сюда. Соединительную. 1, 2, 3. С обратной стороны ввели. Провязали 1. Опять с обратной стороны провязали 2. С обратной стороны провязали 3. И опять 2 воздушки. 1, 2. Вот. И вот такой край у вас получится обвязки. И он уже сюда загибаться не будет. Уже будет ложиться нормально. Вы можете взять любой узор и заменить обычные столбики на обратные. Посмотрите, что получится. Любой узор возьмите, такой несложный, чтобы можно было обвязать. Все, и так обвязываем по кругу. Можно обвязать рачьим шагом, он тоже не будет скручивать. Закончила я практически обвязку, связала 3 столбика. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушки, вытягиваем петлю. И в первый под столбики вот так. И эту петлю протягиваем. Вот. И тогда узор не нарушится. И теперь эту петлю выводим наизнанку. Вот так. Заканчиваем. Все. Затем нитки отрезаете. И видите, у нас полотно, можно сказать, и не скручивается. Вообще спокойно. Это еще,
не отпаренные. Ну, по крайней мере, не скручивается. Ну вот, вроде и все. Значит, как я сказала, можно вот этот уголок так связать. Видите, тоже он у меня здесь маленький. Но здесь этот образец я тоже вязала на 10 петлях и 9 тунисских столбиках. Вот обвязка точно такая же. Не скручивается ничего. И вот этот. Ну вот, закончили мы с вами вязать образец. Как видите, край обвязка не скручивает. Лежит нормально. Осталось только отпарить. Вот этот образец мы вязали с вами. Этот я вязала раньше. Как я сказала, эту часть нужно оформить по-разному. Значит, если кубики большие, то вверху можно вывязать любой рисунок жаккардом. Это у меня самый что ни на есть простой. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.